Всем доброго времени суточек, с вами Серафима Сан, и вы на канале Истина Таромагии. Ну что, давайте сегодня посмотрим интересно, про всех наших врагов, потому что, скорее всего, они общие. Я положила два варианта, да, мудрец и, боже мой, хочется сказать мертвец. Тут у медвежат что-то случилось, я не знаю. Какая-то мертвечатина, кладбищенские порчи, что-то такое. Вот как-то так. Вообще, я положила церковную колоду на вас, кстати. У вас какие-то церковные порчи. У вас пока неизвестно тут как-то. Давайте мы посмотрим негатив. Извините, я хотела сделать бумеранги вам. Думаю, вот, после Рождества, кому пошли, ну тут это будет, наверное, потом, попозже, следующая тема. Давайте смотреть. Тут я начала выкладывать какую тему, что правильно ли я думаю или нет. Посмотрите, что вышло. Я прям в шоке. Тут говорится о том, что кто-то ждет письма от Вселенной. Вот Матушка Земля, Вселенная. Вот у него такие мысли. У меня аж холодно стало. Какой-то благодарности, движения жизни, что у вас в естественном потоке, вибрациях счастья. Вот вы ждете это письмо, известие от Вселенной. Вот такие у вас мысли. Видите, вот вы сидите, карта красивая очень, мысли у вас такие. Поток. Но тут вышла карта ложь. Что-то не так. Что-то не так. Тут какая-то вышла потеря близкого, поэтому я вот тут. Какой-то процент у кого-то. Да. И знаки Земли обратно выходят. Земля – это по-любому какие-то земляные кладбищенские работы. И вот что вышло. Я в шоке. Тут кто-то из вас работал на воске, скорее всего, отливал вот эту вот, тут какая-то порча. Я вот так еще положила, думаю, прикольно вышло. Какую-то порчу вы отливали, видите, на воске. Делали себе талисман, может, заряжали или какую-то, вот. И ждете сейчас, что да как, да? Так, а что это за... И что у вас получилось или как, я не пойму. Что здесь? Ага. Ну вот кладбище, я же говорю, кладбищенские порчи у вас. Вот прям вот что-то, здесь прям церковный погост прям видно. Прошу прощения, у кого не так, следующее видео посмотрите, будут бумеранги. Ну просто тут я вижу патовая ситуация. Книга, давайте просто хотя бы немножко. Общая для всех. Ох ты, ох ты, ох ты. Тут безответная любовь, любовь. А, вот что еще может значить. Смотрите, потеря близкого. У кого-то что-то, какой-то разлад в семье по поводу безответной любви, вообще любви. Понимаете? А у кого-то в другом плане. Вот в таком плане. Видите? Смерть тут написано. Ну, простите. Вот. Тут какие-то тайные знания. Прям очень сильно вам покажет кто-то. Расскажет. Может быть, у кого-то из далеких родственников. Вот так еще может быть. Вы узнаете потери близкого какого-то далекого родственника. Может, вы еще об этом не знаете, но это уже известно. Вот земляные работы ваши. Все, ладно, давайте, деточки, прошу прощения, девочки. Дети будут рядом, поэтому деточки сказала. Давайте, вариант выбрали. Но медведь это вообще что-то с чем-то. Так, и, девочки, мальчики, пока не расходитесь, я вам дам вот такой ответы Вселенной. Новые колоды у меня на другом канале я уже сняла. Небольшое видео. И вам тоже в конце сделаю ответы Вселенной. Вот. Давайте прямо сейчас положу, чтобы не забыть каждому. То есть загадайте вопрос какой-нибудь. Если вы загадаете, будет вам ответ от Вселенной. Кстати, как раз вышла Матушка Земля, да? Как-то вы именно со стихией Землей связаны. Такое ощущение. Или же просто это ваше ближайшее будущее, если ничего не загадывать не будете. Вот вам какой-то совет, вот мудрецам и совет медвежаткам.
Вот и все. Я не знаю, хочется одну общую прямо сейчас открыть, кто не ушел. Почему-то вот так мне идет. Так, общая. Радость скрыта не только в достижении цели, но и в самом пути к ней. Вот как-то так. Интересные такие вот красивое древо у нас сегодня участвует. Так, эту колоду положила. Давайте начинать, чтобы медвежатки на чем-то хотя бы стояли. Так. Так, здравствуйте, мудрецы. Давайте у вас посмотрим. Совет вам чуть попозже, да? Давайте так прям вас на карту и положим. На красивые. Кто что у вас тут? Есть ли у вас магия? Что у вас? Я вот на медвежатах увидела, на вас пока что-то непонятное. Я не могу. Пока не чувствую. В плане 50 на 50 как-то так. Что-то не так взяла. У вас что-то такое другое. Так, у вас тут Иерофант и Королева Пентаклей. Они договора какие-то заключали. Стабильность вашу хотят украсть. Праздник ваш. Юбилей у вас на носу может какой-то, я не знаю. День рождения или что, свадьба. Что-то они хотят там у вас забрать, какие-то радости. Вот почему-то Таро на вас пошло. Вот это вот. Дураки. Ой, дураки. Верховная жрица еще с ними. То есть они втроем. Видите, как получается? Ну, у них какие-то проблемы. Они сейчас в 4 мечей. То есть они сейчас остановлены. Может, в прошлый раз вы делали, может, чисточки. Они прямо сейчас, я не знаю, то ли в больничке лежат, то ли вот так вот лежат. Понимаете? То есть болеют. Ну, как-то остановлены они, заторможены. Понимаете, это карта заморозки. Кто-то мне писал в комментариях на каком-то из каналов. Я их всех заморожу. Вот это точно. Сейчас вышло. В прошлом заморозили, но сейчас они обратно пытаются как-то, Верховная жрица вот это вот. Обнулить вот это все, понимаете? По дьяволу, вот она. Обнуление по дьяволу они хотят. И вот Верховная жрица. Почему-то она вышла отдельно. Возможно, вот этот Иерофант, он... ой, мне ж прям холодно. Ну, значит, тут что-то такое... Ну, не церковный. Вот он церковный Иерофант. Он раньше умел по церкви работать. С королевой Пентакли они вместе тут чудили. А сейчас у них сил нет. И вот они обратились, мне кажется, к верховной жрице какой-то. Это именно вот другая женщина. Так, давайте мы вот их персонажи. Что-то мне понравилось, как я в прошлый раз говорила. Да. Ху-ху, я телефон с громкость забыла выключить. Поставим их в центр и начнем. Что здесь у них? А вот это что-то колода на вас пошла. Вот такая колода, где у нас прям подробные порчи. Что есть, что нету. Ох ты, ну я же говорю, холодно. Омывки. Омывки, понимаете, кто не понимает, мертвой водою делали такую порчу на омывке. Почему-то вначале вышло, что кто-то делал чистку, кто-то, кому-то, может быть, кстати, это упоминание, кто не делал, что нужна очистка именно вот кому-то насмерть, вот, ну реально. Медвежат там точно вот омывки делают. Энергию с вас так стягивают. С помощью язычества и шаманизма. Вот эта верховная жрица, возможно, шаманка и язычница. Непроглядно они тут поставили, да? Да что такое? Ух ты, простите, упали карты. Главное, вот эти перевернулись, а вот эти закрыты. Ну, давайте их посмотрим. Кто-то не хочет, чтобы я вам это сказала. Давно у меня карты не падали. Тут защиту рода вашу взламывали. Вот как-то. И у вас защита, оставленная мастером, есть. И защита рода. Почему они открылись? Так в прямом виде. То есть она у вас точно была.
И если она у вас до сейчас, я не знаю. Вот эти карты, они упали. Ух ты! У вас природная защита и личная защита. Ну, интересно, взломали они или нет? Давайте посмотрим. Вот взломали или нет, мне надо посмотреть. На какой колоде? Давайте на этой. Просто. Так, что это тут сразу упало? Туз жезлов. Туз жезлов. Так, так, так. Тут король пентаклей. Ну, тут получается, что вот этот вот, это король пентаклей, 100%. Он просто как иерофант. Они вместе, вот эта парочка, вот и выяснилось. Эта парочка, смотрите сами. Бывает, что это как любовное тело, тело почему-то идет. Что за слово тело? Любовная парочка. Я хотела сказать тема. Я не знаю, что тут с телом связано. Вот тело. Тут прямо конкретно что-то с телом связано. Прямо делали на здоровье, скорее всего, вам. На физическое здоровье, прямо на тело само. Может, кто-то чувствует, не чувствует. Вот. И также может быть, если они одной масти вышли, это и брат, и сестра, и мать с сыном, все что угодно. Одна масть, это, ну, просто они именно вот кровники, да? Или же пара женатая, да? Или просто вместе живут. Чтоб вы знали, потому что все, сразу муж и жена. Нет. Иногда бывает вообще там тетка с сыном. Также может быть и тетка с сыном, но они одной масти, они кровью связаны. Понимаете? Ну, тут они вышли пентаклевые, значит, они такие зажиточные. То есть они, сейчас я вам про них расскажу, они себе аристократами прямо считают. Такими они прямо... Ой, не буду говорить, как. Вот. Но также, может быть, в прошлом они были богатыми, если сейчас прилетело. Вот. Имели какой-то высокий пост, потому что Пентакли это всегда какой-то высокий пост. Сейчас, возможно, у них уже этого нету, потому что там тяжело сейчас, они заперты. Или в скором-скором времени будет уже что-то не то. Так, десятка мечей. Но они в прошлом очень хорошо работали. Смотрите, туз жезлов и карта прошлого. То есть в прошлом они там чудили, идет слово чародействовали там вообще там, как хотели. Но сейчас им тяжело. Вот, они хотят ресурсом. Вот десятка жезлов, вот как раньше, они уже работать не могут. Значит, вот то, что я сказала до этого, все правда. Он любит карты сначала сказать про прошлое. Вот, рыцарь Пентакли. Так. И вот они помощи пошли просить. Вот, все то же самое, также по картам выходит. Они вот сейчас вот, им тяжело. Вот так вот они сейчас сидят. Вот карта видно. Вот так вот, с поникнутой головою, да, и пошли просить помощи у королевы мечей. То есть вот эта верховная жрица. Она же королева мечей. Значит, раз вышла мечевая, значит, она хорошо менталом работает. Не боевая жрица, а именно вот со стихиями воздуха она хорошо работает. Кстати, да, вот почему шаманизм идет. Она шаманка. Вот она шаманка, язычница. Вот я вам все расскажу сейчас про нее. Ну, то есть у нас святки, поэтому вообще идеальный поток просто, замечательный. Чего я это убрала? Так. Я же хотела узнать. Ну да, они пошли вот эти защиты ваши взламывать. Ну, просто понимаете, что еще я чувствую? Вот у кого-то взломали, а у кого-то нет. Поэтому, мне кажется, сейчас правильно я говорю, 50/50. Тут король жезлов. Ну, вот это был боевой маг. Он же король пентаклевый, он же король жезлов. Боевой маг. Ух ты, вот она смерть, отшельник. Он прям мечтает, понимаете? Это его мечты. Вот так вам сделать. Чтобы вы были отшельником, чтобы вас никто не видел и замечать. И вот она, смертушка. Вот эта карта мечты и иллюзий. Понимаете? Я не знаю, получилось у них или нет.
Тут много народу смотрит. 50 на 50. Ну что атака была, это точно. Вот именно этот король жезлов, он прямо вот... Почему-то про эту королеву ничего. Вот он заказчик. А это с ним просто рядышком. Пассия. Ух ты, жезловые карты, жезловые. Ну, тяжело говорят. Не говорят, взломали защиту, не взломали. Все про прошлое говорит. Я маг, вот он мне рассказывает. Я был крутым великим магом. Я ставил защиты, это карта защит. Я был великолепен. Я прям вот так работал, карта упорства. Прям я молодец. Но сейчас мне тяжело. Вот какой раз десятка жезлов. То есть он сам не может. Ну, это замечательно уже, да, что его перекрыли. Вот. Ну, по поводу защит, вот так вот. Если бы что-то было однозначное, сказали бы. 50 на 50. Но будем просматривать. Смотрите мои другие расклады. Давайте еще я вам чуть-чуть покажу, что прямо... Ух ты. Ну вот, это один из вариантов. Купольная защита у вас была. У вас очень много защит. Не зря вы выбрали мага. Давайте я вам еще картину поставлю, чтобы красиво было. И у кого-то защита отсутствует все-таки. Так, подождите, тут интересно. Ого, как так и все колоды одни защиты вышли? Девочки, мальчики, ну-ка и что? О, боже мой. А вы знаете, нет, вас... Нет, этот вариант в большинстве случаев, говорю, 88% у вас очень крутые защиты. Возможно, меня даже смотрят тарологи, которые гадают также. Но, может быть, не то, что там тарологи, может быть, кто-то по-другому, там, маятником или еще что-то, да? Кто-то узнает информацию. Ну, просто на канал зашли. Я иногда тоже смотрю, потому что я не успеваю. Я вот с людьми работаю, делаю расклады, а себе иногда не успеваю. Иногда 5 минут включишь. Проверенных, которых я вижу, что человек действительно знает, умеет. Да? И также мою смотрят по-любому, я уверена. У вас, посмотрите, у вас сначала взломали вашу купольную защиту. Возможно, что-то слегка... Налепили там, вот эти омывки только вышли, да. А потом на защиту стали боги, понимаете? Боги вас защитили. Потом у вас круговая защита, самоставленная защита, белая магия. У меня тут светлячки сидят. Вот, тарологи, возможно. Возможно, кому-то обращались, да, вот гадалки. Которая вам вот такие защиты поставила. И защита в татуировке у вас есть, своя защита. Смотрите, татуировка – это не только татуировка. Я ее как считываю, защита, знаете, на теле бывает родинки, какие-то пятна. Вот у вас есть своя защита особенная, да, то есть она работает. Иногда бывает, что ее снимают, эту защиту с вас. Прям слово проклятие идет. Это уже было у вас. Точно было. Вот когда... Вот сейчас стоит, знаете... Я вас поздравляю, мои солнышки. Говорю, 88%. А я вначале говорила 50 на 50. Но все-таки не взломали. Так что... Ой, вообще, вот она. Зомбир почин только вам хотели. Вот. Знаете, кто-то, может, чувствовал, в голову вашу влезали. А вы сразу сделали... Вот тут, знаете, как я вижу еще. Возможно... Что-то накладывали, а вы быстренько пошли и счистили. Вот так вы почувствовали, что идет почин, и эти омывки сняли. То есть я вам ситуацию сейчас... Так что вот радостно для вас известие, что защита у вас просто круто. У меня столько вообще никогда не выходило. Это я не знаю. Вы молодцы, вы мастер. Или кому вы обращались, у вас очень хороший мастер. Вот знаете, какие у вас враги. Давайте вам подсказочку. Так, сейчас, чтобы быстренько вас отпустить. Смотрите. Единственный тормоз на пути к твоим завтрашним достижениям – это твои сегодняшние сомнения. Вот, кстати, вы сомневались.
Стали защиты, не стали, как вас почистили. Возможно, в этом. Так не тормозите. Будьте уверены, все. Вот. Также внутренний голос громче звучит в тишине. Вот такой какой-то вам такая вот подсказочка. Ну все, мои солнышки. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я сейчас перейду на другой вариантик, и мы там посмотрим. Ну, я не ожидала, что это такой будет. Прям, ну вообще, сейчас мы картину другую сделаем. Так. Медвежатки, здравствуйте, мои солнышки. Дождались меня. Совушки еще идет. Медвежата часто иногда совушек смотрят. Или посмотрите сов в предыдущих раскладах. Почему-то вот у меня так идет. Так, это подождите. Это у меня другой вариант. Я вообще в таком потоке просто не понимаю, куда я что кладу. Так. Ну, просто от предыдущего варианта отойти не могу. Столько защит, просто молодцы. Такое слово прям идет. Уважуха. Почему-то кто-то так общается. Вот у меня идет, кого-то я считала. Вот более мужская энергия, уважуха. Вот так. Может, это уже к вам относится, может, к предыдущему. Смотрите. Так, у вас была церковные порчи, да? Но я хочу на Таро еще. Вот на этом тоже. Таком же посмотреть. Это новое Таро мое. Поэтому самые точные гадания. Я вот только, наверное, один раз всего гадала. В прошлый раз. Так. Что здесь вышло? Почему? Что ж ты прыгаешь? Хотела перевернуть, значит, правильно я хотела перевернуть. Хочу в прямом виде. Так, покажите, кто враг. Влюбленные. Ну, медвежата часто у меня на теме влюбленных. Ну, смотрите, тут или тема влюбленных, или же это просто выбор. Иногда карта по-разному. Так, по теме влюбленных у них умеренность, да? Тут работа, еще раз работа. По светлому работали, что ли, по правосудию? Ну, я говорю, церковь не зря вышла. Тут в церковь ходили, возможно, вот сейчас праздники были, да? Прям вот солнышко и туз жезлов. Но это была не первый раз. Это поэтапная работа была по влюбленной теме. В умеренности они, что-то у них, проблемы какие-то. То ли ссора произошла, или еще что-то. Угу. Так. Ну, не вышел персонаж. Ну-ка, персонаж, выходи. Выходи. Показывайся. Вот и на смерть. Так. Сейчас я все выложу, я вам сейчас все скажу. Я хочу персонажа увидеть. Она запрятались две дамочки, видите? Ух ты, маг. Тут троица у вас тоже. Посмотрите, ваши враги. Две королевы. Одна статусная или при ком-то почему-то идет. Может быть, у нее муж богатый. При ком-то. Поэтому очень сильно переживает, что тема влюбленных может, ну, хорошо зарабатывать, потому что она вышла пентаклевая, целеустремленная почему-то слова идет. И королева жезлов, и маг. Вот это вот они вдвоем работают, а вот это, возможно, заказчица. Ну, вот это ее подружка, может быть, или как-то так идет. Или кто-то вот какая-то вот тоже приближенная к ней. То есть она первая заказчица, потом это вот рядом, а вот это, может, посоветовала вот этого мага еще. Маг тоже может быть, и не только мужчины, женщины тоже может быть. Ну вот работа такая тут, по умеренности на влюбленную тему. Мне кажется, все-таки это вот так вот идет. Ну, давайте смотреть. Вот такие у вас враги. Что тут по церковному сделали? Что-то у вас песок быстро высыпался. Говорит о том, что, ну, прям вообще очень быстро это сделали. То есть, прямо конкретно очень быстро. У вас или ссора может произойти. Если подействовало, то прям вот... Ух ты, венец безбрачия. Вы видели, как она прямо у меня выскользнула из карт? Представляете? А вот тут
Потихонечку уже. Венец безбрачия. Я же говорю, тут любовная тема. И стоп. Чисто. Тут какие-то защиты. Не могли они только венец безбрачия наложить. Защит понаставили. Мама, не горюй. Ну, давайте мы на другой карте просмотрим. На другой колоде. А почему? Мы сейчас защиту вскроем другой колодой, а потом на эту перейдем. Сейчас, минуточку. Показывайте. Что нужно знать тот, кто смотрит? Энергетическая привязка какая-то к вашему божественному водопаду. То есть у вас тоже какие-то защиты все-таки есть. У меня такая идет фраза «не лыком шиты». Кто-то сейчас скажет. Ну, а как вы думали? Не лыком шиты. То есть такие тут у меня барышни сидят. Такие молодцы. Молодцы. Вот. На творчество вам сделали. Тут тоже могут быть травница, кто-то, ну это общее. Просто целитель, знахарь, там вот кто-то такого плана. Кто-то что-то умеет. И вам сделали на творчество. Возможно, может, вы тоже вещаете где-то. Вот, чтобы вы не смогли разговаривать на публику, то есть стеснения были, еще что-то. Ну, вот как-то так. Возможно, ангиной просто заболели, и вот, чтобы вы не могли говорить. А вам надо говорить. Кто не занимается никакой магией, просто вы специалист в каком-то деле, может быть, да? Вот смотрите, это вот мастерица, видите, у нее и травки, и тут ножницы. То есть по работе, может быть, специалист в каком-то деле. И вам делают на то, но вы по-любому с социумом работаете, чтобы вы не смогли рассказать это людям. Ну вот какие-то преграды были. Видите, вот он стоит и разговаривает, мужчина. И тут паук, то есть смотрите сами, каким образом заблокировали. Вот, у вас защиты. И они сделали привязку к вашим защитам. Да. Угу. Ну, сердечная порча. Я же говорю, тут любовь вообще, любовная тема. Сердечная порча, любовное какое-то зелье. Также на покаяние, чтобы вы не смогли помолиться. Тут порча на исповедь, скорее всего. Вот. И тут очищение огнем. Это вот интересно, вы счистили? Или это... Или вам сделали, чтобы вы не смогли счистить? Так, ловушка. Ага, тут какая-то ловушка по обнулению. Кому? Королева кубковая. Угу. Тут по интернету вот эта королева обращалась сделать вам какую-то ловушку по обнулению. Тут как-то так. Ну, какой-то процент, может быть, и вы так. Какую-то хитрость такую заказывали, возможно. Тут как-то так. О, по дьяволу. Работа по дьяволу тут. Не, ну это больше всего, конечно, ну смотрите, смотря кто у меня сидит, да. Договор с дьяволом. То есть вот это вот, скорее всего, королева Пентаклей, она же кубковая, которая притворяется, что она светлыми силами. Вот они вам хотели сделать, чтобы вы не смогли счистить огнем, во-первых, эту порчу на исповедь, и не смогли... Кто делал чистку? И, может быть, у вас такой вопрос. Почему не получилось? Почему все равно ссора произошла? Да, тут как-то так идет. Смотрите. У меня так идет. Вам на это сделали, чтобы у вас не получилось. Чтобы это как-то для вас какой-то ловушкой. Я не знаю, как они там делали. Вот. Ну, банально порча на очищение. Вот так вам делали. И потом после этого еще сердечные порчи, любовное зелье. Так, хочется продолжить. На этой колоде еще пару карт.
Ух ты. Ну вот у вас тут магическая война. Смотрите, между... То ли вы практик, то ли кому-то вы обращались. И борьба у вас за сакральные знания и божественное очищение. Я говорю, не зря присосались вот к этому, к божественному водопаду. То есть у вас есть знания сакральной магии, да, и вы знаете, как очищаться. Вот поэтому на очищение вам и сделали, почему-то на огонь в большей степени. Вот. Как-то так, солнышки мои. Ух ты. Ну, в жертву вас посадить, чтобы посвящения не получили, кто практики смотрит, чтобы вы вот дальше не пошли, чтобы там духи рода не приняли. Кто сейчас, может быть, кто-то принимает силы или что-то такого плана. Если вы никак с магией не связаны, ну, сами, то что получается, чтобы вы просто не прошли дальше. Понимаете? То есть на другой этап не перешли. Вот это у вас хотят забрать. В жертву вас посадить. Ну вот, надеюсь, я вам все объяснила. Вот такие ваши враги. Так, сейчас мы еще пару карт. У нас же это подробный канал, да? Истина Таромагии. Так, подписывайтесь на мои другие каналы. Кстати, сейчас очень удобно стало. Нажимаете просто на канал подписаться, и там все моих 3 канала. Не буду их теперь дублировать в описании. Возможно, иногда буду, иногда не буду. Так, по желанию. Но вы будете знать, что всегда на любой канал, на все 3 можете подписываться. Так, они все разные. Детский сглаз и порчу. Вот что не хотели нам. У кого-то есть ребенок, значит, у этой мадам, кстати, вот этой королевы Пентакли, то есть она замужняя, что чаще всего возможно. У нее есть ребенок. И вот это вот хотят перекинуть на вас, то ли на ваших детей. Если у вас никого нет, то народ. Вот. Любовное зелье для свадебного стола какой-то вам скинуть. Понимаете? То есть, если у вас на носу свадьба, что-то такое испортить это все. Ну, если нету, то просто какие-то свои вот. Маг. Покровитель Серафим Саровский, кто не знает. Вот вам нужно к этому обращаться, к такой иконе. Благовещение называется икона. Тут у вас магическая борьба. Что еще покажите? Вот это вот прям сильно хотели спрятать. Я говорю, у ребенок тут. Защита роженицы и младенца. То ли у него, может быть, есть дети, у которых уже внуки, да, и у внуков такие проблемы, там младенцы, может быть, да? Вот, или кто-то у них там беременный. Смотрите, кто там из родственников, может, из подруг. Вот хотят на вас перекинуть. Может быть, он плачет, ребенок у них. И вот они вот с глаз порча. Кровь, вампиризм. Свампирить у вас что-то. И вот защита. Самая адекватная, почему-то хочется сказать слово. Они так думают, я почему-то их чувствую. Самое адекватное – это сначала влиять на ваши элементарные методы защиты, да? Смотрите, покровитель Пармен, апостол из 70, это вам подсказка. Кому молиться, если кто не относится, да, хотя бы там, вот, и обратиться, к примеру, не может. Талисман медведь, вы посмотрите, вы медвежонка выбрали. Не просто так, вы просто почувствовали. Икона старорусская. Вот так вот. Это вам помощь. Сейчас у нас все церковные праздники еще. Так что молитесь, кто не может обратиться. Кто может, то пожалуйста. Что еще? Ну, еще несколько так. Уже легче стало. То, что я это высвечиваю. Понимаете, это уже на высший суд идет. Проклятие какое-то. На воде и молитве вам делали. Ну, понятно, какие у нас сейчас праздники. Охранительная молитва. На охранительную молитву. Говорю, в основном вот в этой прям вообще маг, защита и охранительная молитва. То есть вот прям не знают, как ваши защиты украсть. Они у вас точно есть. Вот что они вам делают. Все, еще одну карту. Я прям чувствую еще одну, какую-то такую особенную. Ну, понятно. На ритуальную магию, чтобы вы не смогли ритуалить, понимаете?
Потому что тут точно будут практики смотреть кто-то из вас. Или кто-то, может быть, пытается. Есть даже ученики. Я прямо чувствую вот. Если ученики, то вот на мой канал для вас самый такой вот. Я даю часто подсказки в конце. Что вам с этим делать? Кстати, да, давайте, когда я это вам подсказку дам. Еще почему-то вот так вот. Все. Так, сейчас, минуточку. Вы пока смотрите. Я же даю подсказки. Всегда в самом конце, кто вот только начинает заниматься магией. Главное, правильную стезю выбрать. Поняли какой? Так. Но это вам решать, только вам. Единственную фразу скажу для начинающих. Вот это будет помощь. Кто начинает, вас будет очень сильно проверять. Вот моя подсказка: в течение года, как минимум, даже еще и больше, вас будут за вами наблюдать, к кому вы относитесь. К темным, светлым. И пускай меня сейчас помидорами закидает, что нет ни темного, ни светлого, это полная чушь. Есть. Ну, понимаете, тут просто образно, во благо вы используете это или нет, или во вред человеку. То есть, если вот с этой точки зрения, да, рассматривать, вот белое и темное, да, понятно, что энергия, она одна, в купе, там все вместе, да, но как вы используете? То есть, смотрите, кому не нравится, перемотайте. Ну, мне кажется, я должна сказать, кто, например, собирается заниматься магией или еще что-то. В темную вы всегда успеете. Вот там вас примет с распростертыми руками. Вот всегда успеете. Попробуйте сначала белым. Я понимаю, что это труднее. Во-первых, это медленнее. Чистки проходят не так быстро, как. Вот даже кто ко мне приходит на чистку, сразу скажу, это будет не сразу вот так взял и пошел, и побежал уже, и от всего вы избавились. Там все чуть-чуть по-другому происходит. Но зато как долбанет, так долбанет по высшему суду и по правосудию. Понимаете? Вот, так что попробуйте. Ну, не все могут, не смогут, не все в белой магии, конечно, сдержаться. Это надо не нарушать законы. Так, все, давайте. Молитва для крещенных. Вот не зря я сказала. Тут у меня есть крещеные. Не имеет значения, в какой вы религии. Вот, вам делают, чтобы вы не смогли, если вы крещенные и относитесь к этой религии, помолиться. Вот, как всегда, любовная магия какой-то. И вот даже вот такое вот, половой вампиризм. То есть, чтобы если у вас были отношения, из вас энергия уходила. Понимаете? Вот как-то так. Ну вот, главная карта, почему и вышла. Венец безбрачия. Все на тему любви. Одиночество, безбрачие, чтобы никого не было. Если была холодная постель, ну, вот тут как-то так. И все сделано на церкви. Так, давайте вам помощь, солнышки мои. Да, у меня тут такой подробный канал. Кому нужно покороче, кстати, вот мой второй канал. Лабиринты врагов и завистников. Там 3 варианта, но побыстрее. Как бы сказать, побыстрее всегда можно. А вот так вот тщательно и медленно сидеть, рассматривать, это не каждый сможет, я скажу. Так, какая вам помощь? Еще 2 карты вот так идет. Так, ну понятно, что магия свечей вам очень сильно нужна. Целительство с помощью свечей, да? Так, шабаш вам не нужен, как бы вы справитесь. То ли 1-1, да? То ли, ну, там, к многим обращаться не надо, вот как тут аж 2 мага. Понимаете, то есть перевернутый. К какому-то одному специалисту можете обратиться. Много вам не нужно. Ну и, в принципе, по воздуху вам тоже не нужно. То есть вам ментальный маг вам не нужен, как в прошлом. Там вышло, там у них враги и шаманка, и кто у них там вышел? И язычница, и там она с менталом умеет. Нет. Мне кажется, обычную можно как бы. Так, магия времени. Тут у вас что-то со временем еще. Возможно, у вас паучьи еще какие-то порчи. Вот тут сеть. То есть вас хотят прямо вот в сеть, в кокон какой-то вот. И, ну, женские богини вам. Вот молитесь женским богиням.
божествам, да? Ну и еще вот тут подсказка, если будете сами делать, кстати, тут, как сказать, имейте большую силу воли, понимаете? То есть не бояться, да, делайте чистку, не бойтесь. Самое важное именно ваше убеждение, верить в это, что у вас все получается. Вот. Тут миротворение почему-то вот перевернуто, это, понимаете? Чтобы вы были уверенность. Вот. Ну и вот эта карта говорит о том, что есть вероятность, что вы отожгете. Все-таки я все время говорю на эту карту, когда она выходит, что вы отожгете это навсегда. Вот как-то так. От этих крыс избавитесь. То есть, возможно, это у кого-то будет последняя чистка. Если правильно все сделаете, к правильному магу обратитесь. Почему-то я магу. Магини. Так, давайте вам советы от Вселенной. Вот такая колода у меня новая. Не забывай, что у тебя есть силы изменить свою жизнь к лучшему. Вот, понимаете, какой совет? То есть у вас какая-то неуверенность в себе. Не у всех. Но вот вторая карта подтверждает, что нет уверенности. Поэтому не забывай, что у тебя есть силы изменить свою жизнь к лучшему. У тебя все получится. Извините, что на ты, ну вот тут так вот. Даже за самыми темными тучами есть солнце. Представляете? Вот у кого сейчас плохо и кажется, что он не вылезет из этой ситуации, вы справитесь. Вот смотрите, под вас больше всего подходит такая фраза, что нам не дается столько, сколько мы не сможем вытерпеть. То есть высшие силы прекрасно знают, что вы справитесь, и вы это пройдете. И все зависит только от вас, мои солнышки. И вот за темными тучами есть солнце. Надо просто постараться. Ну все, мои солнышки. Хочу сказать кому-то бай-бай. Кто-то ребенка пойдет спать укладывать. Не знаю, вечером будет смотреть. Такое ощущение. Пока-пока, мои солнышки. До новых встреч.